Добро пожаловать в Лапландию! Место, где самые смелые мечты о зимней сказке становятся реальностью. Здесь вас ждут захватывающие приключения, гонки на снегоходах сквозь снежные леса, дрифт на ледяном картинге, встреча с северными оленями и пушистыми хаски. Вы сможете заглянуть в деревню самого настоящего Санта-Клауса и перешагнуть арктический круг, прокатиться на легендарном ледоколе и поплавать среди льдин. Обязательная часть программы – полюбоваться замерзшими водопадами и увидеть завораживающий танец северного сияния. Готовы окунуться в магию Лапландии? Тогда поехали! Начинаем наше путешествие из Таллина по дороге в порт. На часах 6 утра, а мы уже ждем наш паром. У нас в 7 отплытие. Мы уже зачекинились и стоим, ждем в очереди, пока нас запустят. А поплывем мы на таком красивом пароме от компании Viking Line. Машину мы паркуем на нижней палубе, а сами отправляемся исследовать паром. У нашего судна 10 этажей, хотя интересных только 3. 6-й этаж с каютами, где можно поспать. На 7-м можно найти магазин, клуб и игровую зону. И выглядит магазин как самый обычный duty-free. Основной этаж 8-й. На нем расположены рестораны и детская игровая зона. Хотя имейте в виду, что в 7 утра часть из них закрыта, а в ресторан с едой по предзаказу еще до отправления собралась очередь. А вот смотровые площадки на 9 и 10 этаже закрыты из-за плохой погоды. А я на них возлагала большую надежду. Интересный факт. Финская компания Viking Line была основана в 1959 году и считается основоположником паромных перевозок, сочетающих транспортировку автомобилей и развлечения на борту. Путь занял у нас 2,5 часа и обошелся в 110 евро, включая дорогу обратно. Чего же начать знакомство с Финляндией? Пожалуй, с небольшой прогулки по ее столице – Хельсинки. Несколько фактов для знакомства. Город был основан в 1550 году и окружен он более чем 300 островами. А сейчас мы находимся на Сенатской площади, и над ней возвышается кафедральный собор. В декабре отсюда открывается вид еще и на рождественскую ярмарку. Тут есть беседки, в которых можно укрыться от ветра и понаблюдать за ярмарочной жизнью. На самой ярмарке, как и на большинстве других, выставляются местные мастера и продают локальные напитки. Мы немного прогулялись по украшенному городу и заглянули на скрытый этаж торгового центра, где спрятались очень милые новогодние украшения. Как будто бы любая вещь, о которой бы вы только могли подумать, здесь изображена в форме игрушки. Также не забыли про вокзал, вход которого охраняют статуи фонарщиков. Думаю, можем отправляться дальше, ведь нам предстоит еще долгий путь на север, и нужно бы успеть добраться до места ночлега. Наш маршрут проходит через живописную дорогу, протянувшуюся через крупнейшее озеро Финляндии – Паяне. Она соединяет несколько небольших островов, что и придает ей такой шарм. Мы также заглянули в город Jyväskylä. Поскольку мы были очень уставшие, а до места отдыха оставалось еще 2 часа пути, то мы немного прогулялись по украшенному скверу, впитав в себя атмосферу тихого финского города, и отправились дальше. Наконец мы прибыли в место ночевки. Машина знатно испачкалась по пути.
А вот ночуем мы сегодня вместе из кошмаров школьника. В школе. Точнее, в здании бывшей школы. Тут мало что поменялось. Супер-мега-кози апартментс. Разве что парты сменились на кухонные столы, стулья на кровати, диван. А вот ванную сейчас сами увидите. Учитывая тот факт, что я вообще ни разу не высокий человек, мой рост на минуточку 158. Та-дам! Вот так. Оно мне примерно по бедру. Утром нас выпустили без экзаменов, так что отправляемся дальше. Путь на север предстоит не близкий, вон до того городка. Целый день дороги, и мы на заброшенной заправке с красивым деревом по центру. Наш сегодняшний маршрут выглядит так. И самое интересное то, что в середине пути мы пересекли границу Лапландии. Так что теперь официально добро пожаловать в Лапландию. Мы почти у цели, и сейчас в приложении Аврора по камерам видно северное сияние. Срочно отправляемся на место для наблюдения. Сейчас мы с вами смотрим на столкновение заряженных частиц солнечного ветра с атмосферой Земли, которые и вызывают свечение в небе. Скорее всего, вы знаете, что наши глаза не способны видеть это явление в максимальной яркости, как, например, камера. Но это все равно невероятно завораживает. А нам повезло поймать такую красоту в первый же вечер. Наши апартаменты находятся недалеко от горнолыжного склона, но об этом завтра. Вот такую горку нам нужно преодолеть, чтобы добраться до апартаментов. Страшно представить, что будет, если машина будет не очень мощная или горка будет недостаточно обработана. Но вот мы и на месте. 2 ночи мы проведем в таких уютных апартаментах. Здесь 2 комнаты и зал, и даже есть елочка для рождественской атмосферы. За 2 ночи мы заплатили 315 евро. Самое интересное и необычное в этой квартире – это, конечно же, сауна. И мы ее обязательно опробуем. И вообще, побывать в Финляндии и не протестировать финскую сауну – это преступление. Кстати, в супермаркетах Финляндии просто огромный выбор готовых блюд. Поэтому, если не хотите потратить весь бюджет на рестораны, арендуйте апартаменты с кухней и наслаждайтесь быстрыми и вкусными приемами пищи. Доброе утро! Сегодня мы встречаем волшебный рассвет с таким красивым видом в окружении лапландского леса и заполярного снега. Снаряжаемся потеплее и отправляемся наслаждаться Лапландией. Из-за сильных морозов здесь практически у каждого, а скорее всего у каждого, есть розетка для подогрева двигателя и аккумулятора машины. При температуре минус 20 это особенно актуально. Вот так, кстати, выглядит наш домик снаружи. Где-то на 3-м этаже балкончик наш. Мы находимся в городке Сиркка, а Леви – это знаменитый горнолыжный курорт. Здесь расположены 43 трассы и 27 подъемников. И людей здесь сильно меньше, чем на популярных европейских курортах. И вы подумайте, в чем бы могла быть причина?
А я соглашусь, что вряд ли в расположении почти на краю Европы. Напротив подъемника находится туристическая мини-деревушка с магазинами и кафе. Боже, это моя мечта. Теплые кроксы для зимних путешествий. И знаете, куда мы отправляемся? Мы отправляемся кататься на... Я забыла на чем. Мы отправляемся кататься на снегоходах. Здесь есть уютная зона ожидания. А вот в таком модном обмундировании мы отправляемся кататься на снегоходах. Сначала нам проводят инструктаж, и после мы отправляемся знакомиться с этой мощной машиной. Наш путь будет пролегать через магические заснеженные просторы. Отправляемся! Рев мотора, ощущение свободы и мои попытки не выронить телефон и удержать снегоход. Максимальная скорость во время катания 40 км в час. А в середине путешествия есть небольшой перерыв, где угощают финским ягодным соком. Cheers! По сравнению с квадроциклами, для меня снегоходы гораздо податливее и легче в управлении, но при этом сохраняется драйв вождения. Представляете, у них даже есть подогрев руля. Это портал в мир незабываемых впечатлений, и мое мнение, точно стоит попробовать. Поездка обошлась нам в 336 евро за двоих. После активного отдыха самое время согреться финским глёги, напитком, очень похожим на глинтвейн. В магазинах большой выбор безалкогольных. Кстати, если вы думаете, что же попробовать необычного или привезти в подарок, то мы нашли мармелад со вкусом глёги. Самое интересное в нем то, что на упаковке написан рецепт, как из этих мармеладных шариков приготовить сам глёги. И, конечно же, нужно опробовать финскую сауну. Финляндия – мировой лидер в культуре саун. Здесь они практически везде, от маленьких квартир до больших предприятий. А на одну сауну в стране приходится где-то 3 жителя. С самого утра мы отправляемся тестировать свои навыки вождения на картинг на льду. Видите трактор? Он нам трассу подготавливает. Здесь тоже есть зона ожидания и мини-кафе. И снова модный прикид. Вот это Лапландия делает из нас стиляк. Пока ждем заезд, греемся у костра и предвкушаем. А теперь на старт, внимание, поехали! Happen. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas. Эмоций буря. Не уверена, что гололед нам теперь не страшен, но мы хотя бы сможем навернуть круг. Понравился картинг? Да. Вот такое огнище прям. Кайф. В программу входят 2 заезда по 15 минут, и стоит это 170 евро за двоих. Обязательно рекомендую попробовать. Небо в Лапландии сегодня особенно красивое. О следующем месте мы услышали буквально вчера и решили заглянуть. Это деревня эльфов. Маленькая милая деревушка. Здесь множество развлечений для детей. Катание с горки, мастер-классы, тропа эльфов, посещение Санты и разное другое. Вход в деревню платный. По лесу пролегает эльфийская тропа. Рядом также находятся отели, в которых можно переночевать. Посмотрите, тут гуляет белый олень.
В этой стороне также расположены развлечения и отели. Вы можете пройти в здание инфоцентра и приобрести билеты, выбрать милейшие сувениры эльфов, ведь здесь их и правда много. Мне особенно нравятся эти шикарные ботинки. А какие тут свитеры! Есть шанс стать самым модным на празднике. Ну а мы отправляемся в следующую локацию, где рано утром нас ждет очень необычное развлечение. Из всех дней, что мы здесь, я впервые села за руль. И нужно сказать, что на первых поворотах заднюю часть машины заметно заносила. И он не признается, но, судя по всему, молитвами моего мужа нам была послана снегоуборочная машина. На самом деле, после картинга болят все мышцы, особенно мышцы рук и плеч. Я еще 2 часа проехала за рулем, и они просто отваливаются. Такое чувство, что это была самая мощнейшая тренировка. Сегодня мы поднялись в 7 утра, а все потому, что нас ждет нечто особенное. Развлечение, которое можно попробовать только в самых суровых и прекрасных уголках севера. Что это? Представьте, могучий корабль, который рассекает гигантские ледяные глыбы, оставляя за собой лишь их осколки. Да, сегодня мы отправляемся кататься на ледоколе. Пристегните ремни, впереди нас ждет настоящее ледяное приключение. Поскольку лед еще тонкий, мы пойдем на небольшом судне. Но вы только взгляните на эти завораживающие пейзажи. Представляете, в центре носа ледокола расположен джакузи. А ветер сегодня, очень сильный. Кажется, мы замерзли. Поэтому заглянем в мини-кафе. Мы отогрелись какао, но оно нам совсем не понравилось. Есть надежда, что на большом корабле с питанием получше. А теперь нас ждет еще одна увлекательная часть программы – флайтинг среди льдин. Нас наряжают в еще одни супер модные костюмы, только эти термо- и влагостойкие. Вот так мы превращаемся в крабиков и отправляемся поближе знакомиться с северными морскими просторами. Как только заходишь в воду, создается внешнее давление, которое немного сковывает. И меня сначала охватила паника, но потом только спокойствие и умиротворение. Ощущения весьма необычные. Ты чувствуешь, что снаружи холодное море, но в то же время ты в костюме, который не позволяет замерзнуть и держит на плаву как лежа, так и сидя. Самое классное – обнять льдинку и поплавать с ней. Как это происходит? Людей делят на группы и запускают каждые 10 минут. Купание длится примерно минут 15. Весело? Опыт очень интересный, но не хватило прогулки по льду. А тут мы отогреваемся в теплой кабине, поскольку ветер пронизывает насквозь. Про щечки я вообще молчу.
Поездка длилась 3 часа и стоила нам 403 евро. В конце тут выдают вот такие дипломчики. А рядом припаркован большой ледокол, который будет курсировать с 18 декабря. И снова мы в дорогу, но сегодня недалекую. И на очереди у нас сказочное место, о котором вы точно слышали и, скорее всего, даже мечтали. Ведь мы находимся в самом сердце Лапландии, а здесь расположена деревня настоящего Санта-Клауса. Центральное место занимает офис Санта-Клауса, где каждый может встретиться с настоящим Сантой или, как его здесь называют, Yellow Puki, что переводится как «рождественский козел». Нет-нет, не потому что они не любят Санту. Легенда уходит корнями в древние традиции, когда люди наряжались в козлиные шкуры и ходили по домам, распевая песни и получая угощения. Ничего вам не напоминает? Здесь у эльфов можно взять тайм-слот. Допустим, сейчас у нас 3:30, а следующий тайм-слот на 5, а потом еще час ждать в очереди внутри. Поэтому мы пока туда не идем. С Сантой можно пообщаться, рассказать свои желания и сделать фото, но за них придется заплатить. Но не спешите уходить. И не забудьте заглянуть на почту, расположенную на 2-м этаже. Письма сюда приходят со всего мира, а у вас будет возможность отправить открытку из Заполярья. А вот на 1-м этаже вы найдете почтовые ящики. Один доставляет письма в этом году, а второй, который заклеен, должен принимать письма на следующий год. Напротив офиса Санты есть сувенирные магазины. Узнали героев мультика «Муми-тролли»? Подождите, что здесь делает линия полярного круга? Ведь основная черта находится снаружи. Нас что, обманули и снаружи не настоящий арктический круг? И да, и нет. На самом деле арктический круг не стоит на месте. Да-да, он постепенно смещается к северу, причем каждый год на целых 15 метров. А все из-за наклона земной оси, который медленно меняется из-за гравитационного влияния Луны и Солнца. Чтобы сохранить традиции, официальную линию периодически корректируют, чтобы туристы могли пересечь символическую черту. Прям как мы с вами сейчас. Кстати, огромный снеговик у входа в офис сделан из настоящего снега. В деревне можно прокатиться на оленьей упряжке в традиционных деревянных санях, укутавшись в теплый плед. В прошлом саамы, коренные жители Лапландии, веками использовали оленей для передвижения. А теперь заглянем на уютную ферму. Тут можно расчесать козочку, судя по всему, ей нравится. Полюбоваться пушистыми альпаками, поздороваться с осликом и, конечно же, покормить и погладить прекрасных оленей Санты. Вероятно. Ну что, Если такая? покормить все просто, то с погладить возникают некоторые проблемки. Погладить, ну пожалуйста, ну я ж тебя покормила. Ну дай, ну разок. А то больше не дам, ну пожалуйста. Ну ты такой милый. Пожалуйста. Какой ты вредный. Пойдем того кормить, а то этот какой-то вредный. А можно тебя погладить? Ну пожалуйста, ты такой хороший. Ну пожалуйста, ну дай. Так, я поняла. С ними схема такая. Пока даешь, гладишь. Я тебя кормлю, а ты мне даешься погладить. Давай. Смотри, кто присул. У каждого есть имя, но я их немного подкорректирую. Самый наглый, если что. Знакомьтесь. А вот этот малыш. На, держи, мой сладкий. А можно тебя погладить? Ты ну можно погладить? Ну пожалуйста. Какой ты классный. У него, кстати, такая шерстка классная, смотри. Он такой обалденный. У него прям мягкая-мягкая.
тут. Вот с этой стороны. Не, мой микрофон есть не надо, спасибо. Рога для оленя играют ключевую роль в привлечении самок в брачный период и демонстрации силы в поединках между самцами. Северные олени сбрасывают рога ежегодно, с конца осени до начала зимы. Это позволяет им экономить энергию в условиях ограниченных ресурсов. А новые рога в полной мере отрастают к следующему брачному сезону. После прогулки по ферме можно заглянуть в коты – традиционное укрытие самов, которые обычно строятся из деревянного каркаса, покрытого тканью, шкурами или брезентом. Внутри располагается костер и деревянные лавки, покрытые шкурами. На вершине шатра предусмотрено отверстие для выхода дыма. А еще можно принести с собой что-нибудь и поджарить на костре. Посещение фермы стоило нам 30 евро, плюс 5 за пакетик корма. В дополнение ко всему, здесь вы найдете скульптуру из чистого льда, которая определяет вход в мир снеговика. Место, где можно покататься на коньках, с горки, посетить ледяной бар. Как по мне, выглядит заманчиво. Вход вам будет стоить 29 евро за взрослого. С утра мы решили, что хотим погладить северных собачек. И вот мы уже на ферме Хаски. На огражденной территории выпускают этих активных ребят, но лучше прячьте варежки подальше, ибо один сорванец считает их отличной игрушкой. Для приманки выдают немного корма, а без него они не особо охотно идут гладиться. Да, за то, чтобы погладить собачек, мы отдали 60 евро. Здесь можно также попробовать сафари в упряжке хаски. Бегут они довольно резво. Кстати, недалеко от Леви и Раваньеми есть разные фермы хаски и оленей. Погладить северных животных и покататься на них можно и там. Ах да, у нас получилась душевная беседа с волком. Я поняла. А что не так? Кормят не очень. Ну что же, и мы на пути к следующей локации. Впереди нас ждут еще несколько невероятных мест. Ночевать мы будем в атмосферном деревянном домике в лесу, недалеко от горнолыжного курорта Рука. Так выглядит сам домик, а точнее наша часть, и сейчас покажу, что внутри. Здесь довольно современная кухня, уютный большой зал и, что самое главное, с камином. У нас на него планы. Первая спальня. И на втором этаже еще одна спальня, но туда я не полезу. Ну и очевидно, куда же без сауны? Вечером мы растопили камин и просто наслаждались этой невероятной атмосферой. Тем временем за окном температура близилась к минус 10. Ну что же, доброе лапландское утро! Видимо, тем, что мы пересекли полярный круг, мы разбудили настоящую северную зиму. И вот уже не минус 2, а минус 14.
Как видите, нехитрой лапландской магией Глёги превратился в лед. Сегодня мы отправляемся в знаменитый национальный парк Риси-Тунтури. Этот парк известен своими зимними заснеженными деревьями, и на фото он выглядит так, словно это другая планета или фотошоп. Но мы проверим, настолько ли парк завораживает, когда природа только готовится к зимней сказке. В начале зимы туристов здесь немного, и парк дарит невероятное ощущение уединения. Слышно только, как ветер гуляет между холмами, а под ногами поскрипывает снег. Это идеальное место, чтобы насладиться северной природой. Пока деревья не покрылись толстыми слоями снега и льда, превращаясь в снежные скульптуры, можно разглядеть их получше. Высокие, искривленные временем и в результате борьбы с суровыми ветрами и ледяными дождями. Ландшафт парка отличается мягкими округлыми формами, которые образовались в результате ледниковой эрозии. Если честно, тут очень холодно. Мои волосы превратились просто в снег и ледышки. Но это очень красиво. С вершин сопок открываются потрясающие виды на бескрайние леса, покрытые легким слоем снега, и бесподобные озера. И все это в сочетании с невероятными закатами, которые делают эти пейзажи еще более фантастическими. В Риси-Тунтури есть уникальное дерево без вершины, которое растет в ширину вместо высоты. Связано это с сильными ветрами и снегом, которые ломают верхушки деревьев. В ответ дерево развивает мощные боковые ветви и приобретает необычную раскидистую форму, напоминающую грибочек. А вот дороги уже больше напоминают каток. Вечером мы заглянули в супермаркет в городе Куусама, закупились едой и грелками для завтрашнего приключения и едем домой греться у нашего уютного камина. В машине лапландские морозы явно к лицу. А вот нам не совсем, и чтобы согреться, нужно разжечь камин, а для этого необходимо раздобыть дрова. Благо, идти в лес за ними не нужно, они хранятся в сарае. А сегодня у нас не просто утро, а день рожденьевское. Так что загадываю желание и задуваю свечку на ароматной финской булочке с корицей. С днем рождения меня! Ура! В дневное время около дома еще прекраснее. Суровые финские морозы заморозили даже зимний крем. Теперь это тюбик льда. И мы отправляемся в финальное и самое впечатляющее и сказочное место этого путешествия по Лапландии. А дороги здесь уже сама по себе достопримечательность, они очень живописные. Какое развлечение может быть прекраснее в минус 17? Конечно же, пойти хайкить. Добро пожаловать в каньон Караума. Это место словно создано для тех, кто ищет волшебство природы в ее самых суровых и прекрасных формах. Главная достопримечательность каньона – это замерзшие водопады, которые зимой превращаются в величественные ледяные скульптуры. Их здесь насчитывается более 9. Отправляемся искать остальные ледопады. У Ильи в одной руке грелка, а в другой сосиски. Как видите, мы подготовленные. Здесь можно разводить огонь. Вон там. И жарить сосиски. И таких оборудованных мест для костров здесь около десятка.
Дрова и вроде даже шампуры прилагаются. Сейчас мы приближаемся к внушительному водопаду. Его финское название Рускеавирта, что переводится как «коричневая сила». Назван он так из-за своего темно-коричневого цвета, который образуется из-за минеральных отложений, которые попадают в источник воды, протекающий по богатому железом ландшафту. Его высота примерно 30 метров. Выглядит он завораживающе. Мы подобрались немного ближе, но без опытного гида карабкаться по каменным обвалам точно не лучшая идея. Каньон Карома – это огромный разлом в земной коре, образовавшийся миллионы лет назад. Его длина около 30 километров, а отвесные стены высотой до 130 метров создают впечатляющий и драматичный ландшафт. Вероятно, стоит предупредить, что зимой здесь довольно скользко, поэтому многие приходят в составе тура, где в дополнение выдают ледоступы, иначе существует вероятность ускользнуть. Если идти в обычном направлении маршрута, то скорее всего вы будете полировать горки попой. Но мы сломали логику и пошли в обратном направлении, поэтому теперь мы поднимаемся этими самыми блестяще отполированными тропами. Следующий на нашем пути водопад, переводящийся как Мамонтовый. Это один из крупнейших в каньоне, и он имеет невероятный голубой цвет. Поскольку его источник расположен неподалеку и не успевает впитать в себя железо и минералы до того, как вода дойдет до водопада. Мы уже полпути наблюдаем, как ребенок догоняет санки, плюхается в них, вываливается и так по кругу. Мужчина явно претендует на звание «Отец года». А это водопад Яска-Якунен. Как и для первого, его источник успевает впитать в себя немного железа, что и дополняет его коричневатым оттенком. Еще вы могли заметить, что здесь распространено ледолазание, но для этого нужно специальное оборудование и профессиональный инструктор. Пейзажи каньона завораживающие. Если у вас нет ледоступов, берите метод на вооружение. Место обязательно для посещения. Главное, берите с собой грелки или очень-очень теплые вещи. И кайфуйте. Очень красиво. Думаю, по моим волосам и ресницам понятно, что погода не летняя. Теперь нас ждет дорога домой. Мы останавливаемся на ночевку в городе Куопио в уютных апартаментах и, конечно же, с сауной. Кстати, в Куопио есть прекрасная обзорная площадка с восхитительным панорамным видом на город и окружающие озера. Думаю, я знаю, куда мы заглянем в следующее путешествие по Финляндии. Стоп, это что такое? Мы ехали в Лапландию за снегом, а его оказалось больше в 150 километрах от Хельсинки? Ну что же, у нас остаются считанные часы в Финляндии. Надеюсь, вы получили такое же удовольствие от просмотра этого видео, как мы от Лапландии. В конце на экране вы увидите, сколько мы потратили на жилье, развлечения и зарядки. Если у вас есть вопросы, обязательно пишите их в комментариях. А мы увидимся совсем скоро в новых видео. Пока-пока!